Здравствуйте, меня зовут Карина. Я обратилась в клинику с синдромом послеродовой депрессии. Я сейчас постараюсь вспомнить и вернуться в то состояние, которое было у меня до терапии. Это немножечко для меня сейчас сложно, потому что после того, как я прошла терапию, моя жизнь круто поменялась, мое физическое, внутреннее, эмоциональное состояние полностью перешло абсолютно на другой уровень. Но если вернуться немножечко назад, с чего все началось, я родила ребенка 3 года назад, рожала я его не здесь, и в силу определенных обстоятельств после родов мне как-то стало очень тяжело и плохо. Объяснить самой себе мне было тяжело эти состояния и ощущения. Было очень сложно. Морально я была истощена, физически я была истощена, но мне было очень тяжело и стыдно, наверное, говорить об этом, так как не принято в нашем обществе говорить о каких-то послеродовых депрессиях, каких-то таких немножко для некоторых людей непонятных состояниях. Но я поняла, что это есть, и об этом на самом деле нужно говорить, потому что, промолчав в тот момент, как-то замкнувшись в себе, это привело потом к более сложным последствиям. То есть, приехав уже в Казахстан, мне постоянно было тяжело физически, у меня не было ни энергии, ни каких-то сил, чтобы взаимодействовать с ребенком. Мне хотелось просто лежать, просто спать, просто отключиться и ничем не заниматься. После чего уже стало даже накапливаться чувство вины, потому что я родила ребенка и должна все свое время посвящать ему, но сил и энергии на это просто не было. Хотя здесь и помощь какая-то была с ребенком, в принципе, была возможность отдыхать, но даже в этом варианте не было достаточно той энергии и сил. Была очень сильная апатия, не было никакого, ни к чему интереса, никакой радости. Чувство тревоги было постоянное, нарастающее чувство тревоги. Просто хотелось лежать, просто хотелось спать. И даже смотря в социальные сети, было очень странно видеть красивых женщин, которые только что родили, с какими-то красивейшими укладками, нарядами, макияжем, счастливые. Помимо грудного ребенка еще 3 или 4 детей. И мне было очень странно. Я не могла понять, почему, родив первого ребенка, я вообще не соответствую этим критериям такой красивой, только что родившей мамы. И это тоже как-то внутри меня немножечко дисбалансировало. И я не могла понять, откуда и почему это. А на физическом уровне начались головные боли, началась постоянно какая-то усталость, слабость, головокружение. Даже последним звоночком, которые привели меня в клинику на терапию, были уже обморочные состояния. И тогда я поняла, что просто это все на самом деле ненормально. И я как-то сама, наверное, ограждала себя от слова депрессия всегда. То есть как-то я, наверное, сама не понимала вообще, есть это или это просто придуманное людьми какой-то термин. Но столкнувшись с этим, я поняла, что это на самом деле есть, и это очень тяжело для женщин. Пыталась ли я себе помочь? Пыталась. Я обращалась к психологам, помимо этого проходила какие-то курсы йоги, тренинги женские различные. Знаете, поход к психологу на самом деле мне помог. Помог на какой-то период, но помог в моральном каком-то плане. То есть, да, я, может быть, стала спокойней, чувство тревоги немножечко снизилось. Но на физическом уровне это никак не отразилось на моем состоянии. То есть слабость, головные боли и головокружение, вся эта симптоматика никуда не ушла, а, наверное, просто дальше начинала прогрессировать еще больше. Так усиленно начала заниматься спортом, посещала 4 раза в неделю спортивные тренировки, занималась тренером, перешла на более правильное питание, исключила какие-то неправильные продукты из своего рациона. Но все равно это все не давало мне того состояния, к которому я пыталась прийти. Хотя помощь здесь у меня есть, была, я живу в хороших условиях, и есть кому помочь побыть с ребенком, какие-то вопросы. То есть свободное время на себя у меня было, есть, и была возможность как-то успокоиться, отдохнуть, посещать эти все различные вещи, как психологи, тренировки, спорт и какие-либо тренинги. Но все равно этого всего не хватило для того, чтобы мне вернуться в то состояние, которое у меня было до рода.
Как я узнала о клинике, моя мама обращалась в клинику. Полгода назад она прошла терапию РБ, и результат был просто потрясающим. И что еще более потрясающе, то что результат сохранился на протяжении очень долгого времени после прохождения терапии РБ. И я решила попробовать тоже обратиться, потому что никакие другие клиники с подобными вещами, мы не можем никуда обратиться с послеродовой депрессией, если только не к какому-то психиатру. После прохождения первой процедуры я абсолютно почувствовала себя совсем другим человеком. Я стала намного спокойней. Чувство тревоги я вообще забыла. Как это? Чувство какого-то волнения, усталости. Абсолютно ушли все негативные симптомы. Появился сильнейший такой прилив энергии, сил, настроения. Даже какие-то внутренние раздражающие факторы абсолютно уже не стали какими-то раздражителями. То есть мой взгляд, мое отношение ко всему стало совсем другим. Полностью поменялось видение всего. Появились силы, появилась энергия, появилось хорошее настроение, появилось какое-то желание что-то делать, что-то творить, появились какие-то идеи, связанные с работой. Я немножечко отложила свой бизнес на протяжении этого времени, просто не хватало, опять же, каких-то ресурсов заниматься этим. Но после первой процедуры РБ у меня появились новые идеи, новые какие-то вдохновения, то есть на то, чтобы что-то повышать, к чему-то дальше стремиться. Что касается семьи, это тоже очень сильно повлияло на мои отношения с моим супругом, на мои взаимоотношения с моим ребенком. Мне стало больше хотеться проводить с ним времени, заниматься, играть, куда-то ездить, ходить. То есть на все это появились силы, появилась энергия, и вот совсем полностью поменялось восприятие всего. На физическом уровне я почувствовала колоссальные изменения также. Буквально сразу же после первой процедуры я забыла, что такое головные боли, хотя до процедуры РБ они уже стали настолько систематическими, что каждый день просто в разное время и с разным промежутком я испытывала очень сильные головные боли. Я забыла вообще, как это, что это вообще за состояние, когда у тебя болит голова. Состояние слабости полностью ушло. Лежать, спать абсолютно не хочется. Даже в свободные какие-то дни, выходные, мне уже не хочется просто лежать, просто смотреть телевизор, мне хочется просто пойти погулять, съездить куда-то, не знаю, сходить в парк. Ну, то есть мне хочется какого-то движения, хорошая погода, все это так приятно, все это как-то настраивать на какую-то позитивную нотку, и хочется что-то делать, хочется творить, и не хочется даже не терять абсолютно никакого времени, просто лежа на диване. Потому что появились на это силы, появилось желание, появилось прекрасное самочувствие и прекрасное настроение для всего этого. Головокружение также полностью прошли у меня, какие-то вот эти предобморочные состояния, слабости. Я забыла вообще об этих состояниях полностью. Появилось прекрасное настроение. Раньше я любила, наверное, весну и лето, времена года. Только они как-то радовали, на что-то хорошее. Осень и зима — это была какая-то апатия, спячка и просто полнейший упадок и без того упавших сил. Сейчас это абсолютно поменялось. Сейчас на дворе осень, которая меня прекрасно радует. Я с каким-то детским волнением жду наступления зимы, Нового года. Вот, то есть состояние вот этого детства даже какого-то радостного, они опять вернулись ко мне. И это так приятно, что мы вместе с ребенком смотрим какие-то рождественские уже мультфильмы, планируем Новый год, ждем каких-то сюрпризов, историй. И говорю, состояние детства, которое, наверное, очень важно в нашей жизни, которое длится очень маленький период в нашей жизни, и в силу проблем и обстоятельств мы очень быстро из него выходим. После процедуры оно ко мне вернулось. Я себя настолько чувствую сейчас счастливой и полноценной и наполненной, что хотелось бы поделиться этим состоянием со всеми женщинами, кто испытывает сейчас то, что испытывала я до того, как прошла эту терапию. После того, когда я почувствовала, что я вообще другая, что мое внутреннее, физическое, внешнее состояние настолько кардинально поменялись, было очень страшно потерять это состояние. Мне казалось, что вот сейчас вот-вот, и все пройдет. Ну, это аналогично, наверное, каким-то женским тренингам и семинарам. То есть ты приходишь, ты выходишь, у тебя вот этот безумный подъем, но там через неделю он полностью уходит, опускается, и все просто стирается из памяти. Мне было очень страшно потерять это состояние, но
пройдя неделю, вторую, третью, я поняла, что состояние не просто не уходит, а появляются какие-то новые приятные ощущения, приятные восприятия. То есть я вижу и смотрю на вещи настолько другими глазами, трезвыми, спокойными, счастливыми, и ничего не раздражает так, как это было до, то есть до каких-то мелочей. Я абсолютно стала спокойно реагировать на раздражающие факторы, и никаким образом они не выводят меня из стабильного моего состояния. То есть настроение постоянно хорошее, состояние физическое постоянно стабильное, никаких усталостей, никаких проблем на физическом уровне я абсолютно сейчас не ощущаю. Я абсолютно полноценный и наполненный человек. Что я еще отследила, до процедуры РБ я пыталась заниматься изучением языков, но мне очень тяжело это все давалось, я не могла сконцентрироваться, у меня настолько слабая стала память, что я не могла учить какие-то слова, чтобы просто вот дальше переходить к следующим этапам занятий. И в какой-то момент я просто перестала заниматься, потому что я не могла запоминать, не могла учить, не могла концентрироваться. После процедуры РБ, спустя 2 недели, мне просто стало интересно, потому что прилив энергии и сил стал настолько большой, я заметила какой-то прорыв в своей работе, какие-то изменения, которые, то есть за такой короткий срок я смогла, говорю, прийти к тому, к чему не могла прийти, наверное, больше полугода. И я попробовала опять восстановить свои занятия языками, и я была настолько потрясена тем, что совсем по-другому мне дались мои уроки, совсем по-другому я стала запоминать все. То есть та память, которая, наверное, вообще практически как-то отсутствовать уже начала, она абсолютно вернулась в нормальное состояние, я смогла запоминать, учить, заниматься, появилось желание. И даже я добавила себе 2 дополнительных урока, нежели было в прошлый раз. Потому что на это есть сила, энергия. И настолько у меня появилась какая-то собранность в голове, то есть были какие-то вопросы, которые постоянно откладывались на протяжении не одного месяца. То есть потом какие-то вопросы я вообще не понимала, за что там правильно браться, не браться, и лучше все опять же потом и потом. После РБ настолько моя голова как-то стала трезвая такая и восприимчивая к правильной информации, что за очень короткий срок, буквально, наверное, на протяжении 2 недель я смогла решить столько вопросов, которые вот просто месяцами висели у меня в непонятном подвисшем состоянии. То есть все стало четко, приоритеты я расставила вперед, лишнее убрала назад, то есть все как-то вот по полочкам правильно расставилось, разложилось так, что даже, говорю, в работе это дало для меня большой скачок. Что касается стоимости, многие говорили мне о том, что это достаточно высокая цена. Но вы знаете, это, по моему мнению, это не то, что процедура невысокой стоимости. Я даже не могу оценить на самом деле реальную стоимость этой процедуры, потому что ни за какие деньги мы не можем купить свое здоровье, свое настроение, свою радость, свое нормальное существование. Это не продается. И это такая уникальная возможность, то, что сейчас мы имеем, это медицина будущего, и она сейчас есть здесь, в настоящем. Даже сопоставив те расходы, которые я проходила, посещая психологов, женские тренинги, занятия йогой, постоянные походы к невропатологам, сдача кучи анализов, МРП, куча лекарств, куча систем. То есть если все это в совокупе совместить, это получится та же самая сумма, но не дающая даже близко того результата, который дает процедура РБ. Это абсолютно несопоставимые вещи. Поэтому я считаю, что эта процедура, я даже не могу оценить ее реальную стоимость, потому что, как вы сами считаете, сколько стоит жизнь и здоровье, сколько стоит счастье, полноценная жизнь, сколько это стоит? Наверное, это бесценно. Также я считаю, что и процедура РБ, ее сложно вообще оценить в каких-то денежных эквивалентах.